Приветствую вас на канале Мэджика. Сегодня мы будем с вами смотреть видео прогноз на месяц май. Посмотрим, что вас ожидает, какие события будут происходить, на что вам стоит обратить внимание, что уйдет, что придет, ваша личная жизнь. Настраивайтесь на месяц, представляйте свои планы, что бы вы хотели реализовать, и будем смотреть, получится ли их воплотить в жизнь. Так, смотрим общий фон месяца мая. Здесь будет момент разрушения, момент трансформации. Здесь хотите вы того, не хотите, но у Вселенной есть на вас планы, и она будет очень жестко, очень некрасиво вас пытаться выбить из колеи, выбить из равновесия. Это нужно для вашего роста, это нужно для вашего становления нового какого-то. То есть здесь сама Вселенная будет посылать вам испытания для того, чтобы вы пришли к какому-то пути, который она для вас подготовила. Если до этого момента вы жили немножечко по-своему, немножечко как вам хотелось, это такой период отдыха, период восстановления силы, то сейчас она будет вас двигать по пути вашего предназначения, по пути какой-то важной миссии, которую вы в мае должны будете начать отрабатывать. Здесь не обязательно какой-то негатив. Сейчас мы будем дальше смотреть, что это за миссия, что это за планы. Но готовьтесь к тому, что шторм настиг, ураган будет в вашей жизни присутствовать, потому что вас надо растормошить, вас надо заставить двигаться вперед. И вот она выбирает такой достаточно суровый способ. Так, ну давайте будем смотреть, что она хочет от вас, что Вселенная от вас хочет, куда вы должны двигаться. Вот здесь какой-то момент достаточно интересный. Она хочет, чтобы вы уходили от вопросов работы. Чтобы вы перестали думать над вопросами, может быть, как найти работу или поменять работу. Как-то она вас уводит от вопросов работы. Почему? Куда она вас ведет? Она вас ведет в духовность, она вас ведет в тайные знания, она вас ведет в какое-то совершенно новое направление. Может быть, эзотерика, может быть, что-то такое. То есть как-то она вам будет показывать, что ваша задача, допустим, если вы сейчас ищете работу или планируете ее поменять, она вам не будет давать вариантов и специально все блокировать, потому что она будет как бы говорить, что вы сейчас другим должны заниматься. Ваша задача не работать на классической должности, не искать вот эти вот классические вакансии, у вас гораздо большая, задача глубже стоит, какие-то знания познать, может быть, передать даже. Как-то она вас будет вести. А с чем связаны эти знания? Давайте посмотрим. С влюбленностью, с отношениями какие-то. Может быть, пошлет партнера в мае. Вот кто одинок, может послать партнера, чтобы вы не отвлекались почему-то на работу, а именно в партнерство. Какие-то ответы вы там должны найти. Что-то вы должны там найти. Еще может быть такое, что... Ну нет, здесь прям партнерство, здесь прям человек. Может быть, знаете, еще момент того, что она вас поведет еще через отношения. Например, появится какой-то человек, который придет к вам с чувствами, вы попробуете с ним, например, начать строить отношения, и в процессе вот этого общения, этих отношений, вы выйдете в какие-то знания. То есть тут она посылает вам именно момент духовности. Да, нельзя сидеть на месте. Может быть, еще такое, что вы должны будете поделиться с этим мужчиной этими знаниями, быть неким проводником для него, потому что у него, скорее всего, есть тоже какая-то миссия, какая-то задача, и ему сейчас не хватает пазла, чтобы осуществить вот задуманное Вселенной, и вы будете этим пазлом, который его научит. Вот так еще может быть. А будет ли вам благодарность за это? Что вы получите, обучив этого человека? Да, здесь скорее вы как наставник больше.
Да, тайные знания вы ему передадите. Что вы получите взамен? Силу, смотрите, глобальную силу. Девочки, если кто-то из вас здесь практик, если кто-то из вас здесь действительно занимается эзотерикой, то у вас могут открыться способности. У вас могут прям какие-то способности открыться через этого человека, и вы можете прям, знаете, заглядывать в будущее. То есть левел у вас повысится. Я бы сказала, это будут уже не просто, ну, допустим, вы просто делаете расклады, то у вас уже прям эзотерические способности, ведические, предсказательные могут проявиться. Вы прям как специалист, как профессионал станете сильнее. У вас больше мощь будет, больше силы, энергии. Вот этот человек, он как удвоит ее. Да, интересно как. Хорошо, давайте посмотрим, что уходит, что уйдет, что вас уже не будет касаться. Ну, какое-то, знаете, желание идти на поводу своих каких-то вот этих вот моментов дьявольских, да, зависимости, какой-то классной жизни, например, вы привыкли, ну или предыдущее время как-то были закрыты от мира, в своем домике приходили, включали сериальчик, и вот там, например, весь апрель спокойно кайфовали, смотрели сериальчик. Вот уходит какое-то привычное для вас состояние, которое вам было в кайф. Ну, потому что развитие, потому что башня идет, вы будете вот выходить из своих этих комфортных зон, причем очень так нехило. Ладно, а что приходит? Что приходит с маем? Что придет? Работать, какие-то ситуации. Но мне здесь показывает, что это будут не ваши ситуации. Здесь как советник, как помощник, вы других людей будете решать проблемы. Вот здесь идет момент того, что вы на себя возложите какие-то сложные жизненные ситуации других людей, будете их решать и уйдете в отшельники. То есть это откроет вам источник вдохновения, источник познания, какие-то новые теории, новые мысли, новые взгляды на жизнь, понимание структуры жизни. Слушайте, я могу прям сказать, какие-то тайные знания откроются. Да. Уникальные только вам. Вот здесь идет еще момент, что только вам они будут доступны, потому что сейчас вы выходите на путь, как сказать, на путь выполнения вашей миссии, возложенной высшими силами. Вам надо будет это делать. Вы от этого уже не убежите. Вот до этого момента было как будто бы подготовка. То есть какие-то навыки, знания как подготовка. Вы прошли эту проверку, Вселенная видит, что вы молодец, что вы правильно используете свои знания, свои ресурсы. Потом она дала вам этап передохнуть, вот этот вот этап отдыха, набраться сил, пожить жизнь в свое удовольствие, как-то время для себя. А сейчас она говорит, все, а сейчас надо идти по пути предназначения, исполнять, зачем ты был послан. Ну, причем именно у вас есть эта миссия. Не у каждого человека она есть, но у вас она есть. Именно вот какая-то миссия, которую надо исполнять. Обязательно прям, да, паж жезлов. Вы будете расти в этом ремесле, в этом деле. Многие из вас этот процесс посвятят как большую часть жизни, не в страданиях, наоборот, вам это будет нравиться, как вот здесь специалистом вы можете каким-то узким стать, прям найдете себя, вот здесь еще может проигрываться, что если кто-то искал всю свою сознательную жизнь, вот свое предназначение или свое дело, или вот какое-то вот, что у всех, да, там кто-то врач, и он кайфует, и это его дело жизни, да, вот дело жизни. Вот здесь идет момент, что вы выходите на эту тропу, вы находите вот это дело жизни, ну, скорее здесь даже не вы находите, а Вселенная вас приводит в активацию, и вы начинаете исполнять свое вот это тело жизни. Так, давайте еще хочу уточнить, как оно будет. Как оно будет. Вы еще и монетизировать его сможете. Поэтому она говорила
Вселенной, не ищи работу, потому что вы будете специалистом и сможете это монетизировать. Деньги к вам липнуть будут. То есть вас будут готовы с руками и ногами брать, потому что вы хорошим профессионалом будете. И будут деньги сами предлагаться вам. Да, деньги сами будут идти. Я могу сказать, что вы ни в чем себе не будете отказывать. Вы будете больше, чем в достатке. У вас начинается такая хорошая череда. Может быть, даже вы на эти средства построите дом, переедете. То есть здесь идет как в социуме, вы будете очень хорошее положение занимать. Да, да, смотрите, король жезлов. И вы будете расти. То есть здесь рост с геометрической прогрессией. Это на очень много лет вперед идет. Да, на очень много лет. Ладно, давайте отойдем от этой темы и посмотрим сферу отношений. Для тех, кто в паре, что вас ожидает? Для тех, кто в паре, что вас ожидает в мае? Новый этап, новые начинания, новые какие-то ситуации. Ваша пара будет развиваться, на месте она стоять не будет. Здесь обязательно будет но перемены, они в любой сфере вас коснутся, потому что башня. Да, здесь будет этап того, что вы будете работать над отношениями с точки зрения эмоциональности. Здесь могут подниматься вопросы. Я не вижу здесь вопросы о расставании, но здесь момент, что так это продолжаться не может, и вы захотите менять в лучшую сторону. То есть вы понимаете, от партнера там не дождетесь каких-то эмоций, и вы понимаете, что нет, я так не хочу, надо его растормошить. И то есть вы будете для него неким катализатором, чтобы опять как искра между вами вспыхнула. Так что в плане отношений здесь однозначные трансформации, но перемены будут к лучшему, то есть вы захотите эти перемены делать в лучшую сторону для себя, для партнера. Здесь все равно какое-то такое совместное пребывание в мае. Для тех, кто одинок, что вас ожидает? Но отношения, да, слушайте, очень скоропостижные отношения. Появляется человек, за которого обожаю эту карту, потому что она очень часто может прямо отыгрываться, как здесь нарисовано. То есть очень быстрое развитие отношений. Опять же, он выпадал, этот мужчина, раньше, с чувствами, с эмоциями, которые могут привести вас прям к браку, причем очень быстрые отношения. Также это может быть еще знакомство и отношения с иностранцем. По этим картам может быть такое, что с иностранцем, поэтому еще и быстрое, потому что, ну, может быть, там ситуации в стране, сейчас границы закрыты и так далее, и вы понимаете, что как-то мало времени у вас на обоих, нельзя медлить, нельзя вот эту Ваньку валять, если есть чувства, эмоции, надо развивать, надо двигаться, тем более и вы, и тот мужчина очень долго ждал отношений, здесь мужчина свободный, здесь мужчина влюбится в вас как с первого взгляда, скажет, все, она вот моя жена будущая, и я готов для нее делать все, то есть здесь... Те, кто одинок, вы встречаете своего партнера будущего, и отношения очень быстро будут развиваться. Так, давайте теперь посмотрим сферу работы. Для тех, кто есть сейчас, уже работает, что вас ожидает. Будете трудиться, будете работать, будете зарабатывать денежку. Здесь я не вижу смену каких-то позиций. Здесь скорее вы будете очень плодотворно трудиться, потому что понимаете, что денежка нужна, денежка хорошая нужна, и для вас это важно, поэтому вы очень твердо, упорно будете прикладывать усилия, поэтому можете здесь брать дополнительные проекты, если вы, например, какой-нибудь продажник, завести свой моторчик и очень много продаж делать. То есть здесь именно работа в кайф. Я не вижу. Вы будете уставать физически, ну то есть потому что невозможно, да, много работать и быть на позитиве. Конечно, организм чуть-чуть будет изматываться, но это будет приятная усталость, то есть здесь именно в положительном ключе. Для тех, у кого нет работы,
Что карты вам говорят для тех, у кого нет работы? Будете богаты, будете богаты. Опять же, не факт, что именно работой. Может быть, удачно выйдете замуж, и мужчина окажется очень состоятельным. Может быть, опять же, начнете исполнять свое предназначение, и это не будет для вас как работа. Это будет для вас как просто какое-то великолепное занятие, которое еще и оплачивается. Поэтому здесь выход тоже в большие деньги, в крупные деньги, прям очень большие, потому что это самая высокая карта финансовая. Так что здесь у вас тоже все будет очень хорошо в мае. Поплывете прям по предназначению. Вот опять предназначение и все тут. Ну, это отлично. Хорошо, давайте совет карт для вас на месяц май. Совет карт для вас. Не обман. Ну, у вас и не получится обманывать никого. Все у вас на чистоте, на правде. Вот. Я не вижу, чтобы вы здесь поддавались на какие-то провокации, чтобы вы уходили в какие-то учения, секты и так далее. Знаете, у вас будет очень четкое прозрение, кто лжец, а кто искренен. Вот как-то кто обманщиков, каких-то злодеев, скажем так, вы будете видеть наперед, и вы не то, что будете их избегать, вы их будете разворачивать. То есть вам попытаются налить воду в уши, вы даже слушать ее не будете, скажете «до свидания». То есть очень четкое понимание и разбирание в людях у вас будет. Так что здесь совет карт. Все вы делаете правильно, идите вперед, не останавливайтесь, и очень скоро ваши перемены, они приведут вас к очень хорошей жизни. Вот такой расклад. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете, а я с вами прощаюсь. Целую, обнимаю.